Опубликовано пользователем сайта про звезд Апыбадай, Яура Гнес. Сегодня 36 лет исполняется принцу Уильяму. Он родился 21 июня 1982 года в 9 часов вечера, в Лондоне, в районе Паддингтон, и был первым наследным принцем, родившимся вне королевского дворца. Тогда это было небывалым нарушением традиций. Крестины маленького принца прошли 4 августа 1982 года в Букингемском дворце и получил имя Уильям Артур Филипп Луи. Практически все знают его биографию, поэтому расскажу самые интересные факты о нем. У маленького Уильяма в детстве было много забавных прозвищ: Уиллс, Большой Уилли, Пи Уилли, Вомбат и Принц рыданий. Детской мечтой Уильяма была работа полицейского. Когда ему было 7, он сказал об этом маме. Тогда брат Гарри ему возразил: «Нет, ты не можешь, ты должен быть королем». Уильям очень тяжело переносил гибель его матери, принцессы Дианы. Мальчику была предложена помощь психоаналитика. Принц некоторое время посещал специалиста. Уильям и сегодня больше всего сожалеет о том, что мама не сможет увидеть своих внуков, а его самого – в роли любящего отца. Мне бы очень хотелось познакомить ее с женой и послушать ее советы о воспитании детей, признается Уильям. В подростковом возрасте принцу Уильяму очень нравилась одна из солисток Spice Girls, Эмма Бантон. Позже на двери комнаты Уильяма висел плакат со знаменитой американской актрисой Памелой Андерсон, а затем и с Синди Кроуфорд. С Синди он все же познакомился благодаря принцессе Диане, которая пригласила пригласивший топ-модель на ужин в Букингемский дворец. Несмотря на высокие королевские обязанности и военную карьеру, принц Уильям всегда считал семью своим главным приоритетом. Брак с Кейт Миддлтон в 2011 году и рождение 3 детей, первенца Джорджа, дочки Шарлотты и младшего сына Луи, окончательно закрепили за Уильямом статус образцового семьянина. Перед тем, как сделать предложение Кейт Уильям, в течение 3 недель он носил с собой обручальное кольцо. В итоге он все-таки решился и сделал подруге предложение на берегу озера на горном склоне в Кении. Последнюю свою ночь перед свадьбой Уильям спал только полчаса. И вовсе не из-за волнения. Оказалось, что с улицы всю ночь доносились крики и поздравления британцев, собравшихся на площади перед дворцом. В итоге утром Уильяма, по его словам, охватила паника. Он представлял, что обязательно споткнется где-нибудь и упадет на глазах у всех в самый ответственный момент.
«Стабильность в доме для меня важнее всего», — заявляет принц. «Но я хочу, чтобы мои дети росли счастливыми и открывали для себя мир, а не прятались от него за дворцовыми стенами». Излишнее внимание прессы не облегчает нам эту задачу, но я буду бороться за то, чтобы у них была нормальная жизнь. И действительно, папарацци досаждают Уильяму практически с рождения. В свое время, когда принц только пошел в школу, королевской семье даже пришлось заключить договор с таблоидами, в обмен на регулярное поступление информации о жизни наследника. Журналисты обещали держаться в рамках приличия и, по возможности, уважать его частную жизнь. И все же принц сохраняет меры предосторожности. В отличие от брата Гарри и его избранницы Меган Маркл, Уильям и Кейт никогда не позволяют себе откровенно нежных жестов на публике. А на церемонию крещения их младшего сына Луи, который появился на свет 23 апреля 2018 года, они пригласят только самых близких. Никакой медиашумихи вокруг этого события, к явному огорчению поклонников британской королевской семьи. В престижном Сент-Эндрюком университете принц Уильям изучал историю искусств, а затем географию, посвятив дипломную работу, в 2005, коралловым рифам. Он всегда питал интерес к дальним странам и экзотическим культурам. Даже вечеринку по случаю своего совершеннолетия Уильям устроил в африканском стиле. Его любовь к путешествиям легко объяснить. Впервые родители взяли принца с собой в Австралию, когда тому едва исполнился год. В дальнейшем Уильям не раз посещал эту страну, помогал бороться с последствиями наводнения в разных регионах и признавался, что был бы рад заботиться о ее процветании даже на официальном посту. Уильям лично работал в спасательной службе Великобритании, а в 2009 году вместе с братом основал фонд принца Уильяма и принца Гарри. Среди главных задач этой благотворительной ассоциации – помощь бедным слоям населения и семьям британских военных, а также борьба за сохранение природных ресурсов планеты. После недавнего большого пожара в Лондоне Уильям одним из первых передал деньги в фонд помощи пострадавшим. Сумма не разглашалась, но по сведениям инсайдеров было переведено около 700 тысяч фунтов стерлингов. В 2015 году они с Кейт на один день переквалифицировались в брокеров по приглашению международной трейдерской компании ЧАП, которая уже 23-й год проводит благотворительные акции по продаже ценных бумаг по телефону с привлечением звезд. Тогда Кейт и Уильям закрыли сделок почти на 500 миллионов евро. Вырученные деньги отправили в благотворительный фонд Skillforge, который находится под патронажем Уильяма. Кроме родного английского, принц Уильям владеет французским, ирландским языками и даже изучал суахили. Любимые десерты принца – мороженое, банановый крем и вишневый торт, который, к слову, был одним из угощений на их с Кейт свадьбе.
У него уже 5 наград. Это орден подвязки, орден чертополоха, медаль золотого юбилея королевы Елизаветы II, медаль бриллиантового юбилея королевы Елизаветы и медаль объединенного командования за достижения. Плохого человека награждать не станут, даже если он принц. Он шикарно танцует. И дело не в том, что он умеет это делать. Уильям танцует от всей широты своей души, искренне и получает от этого удовольствие. Музыкальные вкусы принца – это композиции рок-группы Coldplay и Linkin Park. Уильям признавался, что в студенческие годы пробовал играть на пианино, трубе и ударных, хотя ему так и не удалось как следует освоить нотную грамоту. Принц не скрывает своего прохладного отношения к виски, предпочитая ему в лучшем случае пиво или легкие фруктовые коктейли. Уильям – современный принц, который днем выполняет протокольные обязанности, а вечером заказывает китайскую еду и смотрит сериалы «Аббатство Даунтон» и «Игры престолов». Оставьте свой голос, -695+.